Друзья, всем привет, с вами CryptoKucherov. Это второе видео по проекту Артефакт. Я его записывал еще где-то год назад, когда не было токена, когда в принципе все было только на бумаге. Был сайт, была только идея, и сейчас уже токен залистился, есть уже определенные апдейты. Скажу свое видение по токену, в целом видение по проекту. Я считаю, что достаточно интересный проект, потому что он относится к разряду лоу-капов, то есть у него очень маленькая капитализация, а это говорит о том, что его интересно подобрать в холд, и есть потенциал. Плюс, учитывая то, что это GameFi сектор, есть отличные шансы, когда рынок будет развиваться, увидеть развитие данной индустрии, ну и, соответственно, заработать на росте токена, и в целом данный проект может очень неплохо себя показать. В общем, сейчас рынок уже совершенно в других кондициях, и то, что мы подбирали раньше, например, какие-то фундаментальные крупнокапные проекты, все уже было набрано, и все достаточно по хорошим ценам. Я сейчас начал рассматривать какие-то интересные точки входа, какие-то интересные проекты, у которых есть еще потенциал раскачаться, также интересные проекты, у которых еще находится мало токенов в обращении, общая часть токенов, большая часть заблокирована, пока что еще под разлоками, поэтому здесь есть очень хорошая возможность словить хорошую точку входа, ну и, соответственно, на этом заработать. В общем, друзья, переходим к теме видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, поставьте лайк под этим видео, напишите любой комментарий касаемо темы данного ролика, и также обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Я там всегда публикую очень актуальную и полезную информацию для любого криптона. Это различные новости, обзоры, гайды, тестнеты и много-много чего другого. Все очень максимально понятно и полезно, и всегда информация выходит в первую очередь именно на телеграм-канале, поэтому переходите, точно не пожалеете, ссылочка в описании. Но мы с вами переходим к теме видео. Начнем с того, что сайт проекта в принципе не поменялся, он стал более оптимизированный. Вот так вот он выглядит. Здесь все на фоне игры, на фоне фрагментов игры. И из того, что нам нужно знать, то что данная игра относится к сектору искусственного интеллекта, и здесь есть очень много различных фишек, уже есть свой токен, как я сказал раньше, то есть он уже залистился на топовых биржах, и, кстати, данный токен я покупал еще на лаунчпаде VPAD, и можно было урвать хорошую локацию, хоть она и небольшая, но так как токен вырос, это, в принципе, было очень правильно и выгодно. Есть еще монеты залоченные, думаю, что, в принципе, можно в будущем на этом будет хорошо заработать, и также, в принципе, данная точка входа неплохо смотрится. В общем, здесь есть очень много технологий, сайт вот так выглядит, он достаточно большой, генерация контента с помощью АИ, обнаружение мошенничества с помощью АИ, тестирование АИ, здесь, в общем, все построено именно на искусственном интеллекте, и, ну, это прикольно, GameFi и искусственный интеллект, это как бы все вместе, и в целом, думаю, то, что все уже знают, нарративы это бычки, это RVA, AI, GameFi и мемкоины. И, конечно же, данный проект очень хорошо можно раскачать в будущем, и, в общем, думаю, мысли мои понятны. Дальше, друзья, в артефакте есть внутриигровая валюта, естественно, за нее можно покупать там персонажей, можно прокачивать их, можно участвовать в голосованиях, ну, в общем, governance работает, в принципе, классическим образом, и ну, токен сейчас уже нужен в игре, там можно участвовать в маркетплейсе. Давайте зайдем на маркетплейс, посмотрим, как оно все работает. И, в принципе, стандартный маркетплейс, можно вот тут покупать персонажей. В общем, кто играет, кто вот там прокачивает персонажей, видим, да, вот в токенах там 50-71 арте, $77. Ну, то есть пока что там вот оружие, там различные скины. Мы видим, что маркетплейс еще достаточно свежий, его добавили абсолютно недавно, и здесь еще нет какой-то большой наполненности. Из того, что нам нужно знать, то что токен сейчас стоит $1.52, он доступен на OKX, Bybit, Gate, Mex, KuCoin, Huobi, BitGate, ну, в принципе, на всех ликвидных биржах, и здесь есть Tier 1, это OKX и Bybit, и это, конечно же, замечательно. Ну, в принципе, все, здесь вот есть Home, вернулись с вами на главный сайт. Из того, что еще прикольно, можно скачать бета-версию игры и, в принципе, поиграть, посмотреть, как оно все устроено. Думаю, что когда она выйдет полноценно уже в релиз, именно официально, да, можно будет на этом еще, конечно же, зарабатывать, и вот кому интересно, можно будет в это играть. Как бы у меня лично на это времени нет, но там знаю, что ребята, у которых есть там много свободного времени, школьники, это, в принципе, будет интересно. Плюс там можно еще будет зарабатывать. Это тоже, я думаю, немаловажно, тем более, когда рынок позволяет, когда все развивается, тут точно можно будет залутать какую-то копеечку. По инвестициям мы видим, что зарезали не 2,6,6 миллионов, то есть такой тверденький Tier 3 проект, и у них было IEO, $10K они на гейте собрали API терминал, VPAD и, в общем, какой-то еще был пресейл, это, видимо, на их сайте, да, про который я рассказывал еще на прошлом видео первом, TruePNL, IDO-шка, в общем, пресейлы, приватки, и здесь они собирали немного сначала, дальше, в принципе, раунды были побольше, вот один маленький IDO-шка был на TruePNL, это маленькая площадка, и вот 1,3 миллиона они собрали на пресейле у себя, и вот такие мелкие еще были у них сборы, ну, в принципе, собрали 2,6, это не супер какой-то показатель, но это и не мало, это нормальная сумма для того, чтобы можно было развиваться. Токен сейчас стоит $1.52, и давайте на него посмотрим, как он выглядит графически. В принципе, здесь очень неплохая картина. Мы видим, что у нас вот
есть такой вот уровень, который мы сейчас держим, и в принципе вот мы там протестировали, да, есть покупатель, есть интерес. Лой у нас был порядка 89-90 центов, вот здесь, да, вот мы собрали ликвидность, вернулись в диапазон, и вот пока что здесь торгуемся. Я его подобрал с текущих, несмотря на то, что у меня средняя по лаунчпаду где-то порядка 0.36,5, то есть у меня уже иксовая история, ну как бы она не иксовая, но однозначно это уже профит, там 0.36 где-то вот здесь, это порядка вот сюда, да, иксовая, там 300 плюс процентов, это, конечно, выгодно, но я думаю, что держать токен смысл есть точно дальше и увидеть там, не знаю, 3-4-5 долларов и заработать там 1000% имеет место быть, и есть такая возможность. Тем более данная точка входа сладкая, здесь такой вот диапазон, очень маленькая капа, сейчас мы с вами посмотрим, какая она здесь, и ну, какое-то время нужно будет здесь накопиться, да, и посмотрим, что будет дальше. Есть шансы, по крайней мере, давайте посмотрим на капу. Вот такая вот капитализация, друзья, это очень мало, учитывая то, что проект может развиваться, и то, что в GameFi есть очень много денег, ну, как бы здесь потенциал увидеть даже там 500 миллионов, и токен, поверьте мне, отреагирует очень хорошим ростом. Мы видим то, что вот мне нравится, общее предложение токена 25 миллионов, здесь не миллиарды, это очень мало, и вот это вот меня лично заинтересовало. Давайте посчитаем просто общую капу, если мы возьмем с вами все предложение, что мы делаем? Мы берем 25 миллионов токенов и умножаем на нынешнюю цену, это у нас $1.50, и получается у нас 375 миллионов, это ничего абсолютно для такого проекта, учитывая то, что будет бычка, здесь реально увидеть цифры намного больше, даже там 500-700 миллионов, это будет абсолютно легко для такого проекта, и токен, конечно же, с такой капой будет реагировать отличным ростом. Давайте посмотрим просто на Sandbox. У Sandbox, например, 1,5 ярда капа текущая, у них в обращении 3 ярда токенов, сейчас оборотное предложение 2,25 миллиарда, ну то есть здесь совершенно другое соотношение, да, и давайте просто посчитаем, сколько в Sandbox, если мы посчитаем полное обращение. Так, берем с вами 3 ярда, здесь я правильное количество доликов указал, и умножаем на нынешнюю цену. И получается у нас здесь 2,1 ярда, в принципе тоже возможно, тоже посильно, но учитывая данную капу и учитывая то, что очень много токенов в обращении, достаточно такой тяжелый уже актив, хотя есть еще потенциально тоже иксы, но с точки зрения риск-реварда, артефакт, токен Арти намного интереснее подобрать, лично я так считаю, и увидеть более выгодную историю в долгосроке. Если вы решили купить токен в долгосрок, логично было бы его застейкать для того, чтобы можно было получать еще дополнительные токены и в принципе улучшать свою точку входа. Я всегда так делаю, абсолютно в любом проекте. И давайте посмотрим, какие здесь условия. Мы видим, что если вы стейкаете меньше 1 года, по профиту здесь, я так понимаю, плавающий, API также плавающий, ничего не понятно. Мы видим, чтобы вывести, мы платим 15% комиссии, наверное, от наших застейканных токенов. Также можно застейкать на год под 25% API. Мы видим, что комиссии уже нет, 2 года 100% профит и API 50%. И на 3 года, ну это как бы долго, кто верит, кто готов стейкать так долго, получается 100% API и 300% профит. В принципе, оптимально, наверное, год-два, не знаю, кому как, но я бы застейкал бы на год, возможно, бы взял бы еще свободный, не привязанный к локам. В принципе, можно рассмотреть. Здесь очень просто, стейк, анстейк, и думаю, здесь любой человек разберется, здесь даже показывать нечего. Ну и в принципе все, друзья, все, что я хотел сказать о данном проекте, и мне он интересен, потому что, опять-таки, у него маленькая капа, это GameFi, это проект, который связан с искусственным интеллектом, и здесь достаточно грамотная команда, хорошая комьюнити, и они реально двигаются. Мы с вами видели, да, вот год назад я записал видео, у них еще ничего не было, были только идеи, мысли. Сейчас они уже залистились, и в принципе они развиваются. Токен неплохо себя показывает, и я думаю, что здесь есть реальный потенциал. Не забывайте проводить собственный ресерч, и если вы решили покупать данный токен, понимайте то, что есть определенные риски, потому что это мелко кап, и с проектом может случиться абсолютно все, что угодно. 25 миллионов это очень мало, но и опять-таки, учитывая риски, риск-ревард, да, ревард здесь также соотношение неплохом. Поэтому думайте, друзья, и анализируйте. Если вам было полезно, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка, друзья, в описании. Ну и как всегда, всем профита и всем пока.